Добрый день, уважаемые телезрители. С вами очередной выпуск программы «Альтернативные инвестиции», и мы ее ведущие Алексей Лазутин и Анастасия Белоногова. Здравствуйте, друзья! Многие футурологи пророчат существенную трансформацию на рынке труда уже в ближайшем будущем за счет автоматизации бизнес-процессов и внедрения роботизированных технологий. Данная тенденция актуальна для многих секторов экономики, не исключение является и такая специфическая для многих ниша, как ломбарды. Уже сейчас силами российской команды разработан самый настоящий робот-ломбард, который позволяет производить диагностику ювелирных изделий без участия человека, а также выдавать займы, покупать и продавать изделия из драгоценных металлов. Первый такой автомат под названием Custody Bot был установлен в рамках одного из Мосгорломбардов в 2020 году. Однако на текущий момент робот-ломбард может работать только в качестве диагностирующего устройства, из-за того, что некоторые нормативно-правовые акты пока запрещают роботу-ломбарду работать без человека. В то же время команда компании-производителя уже успешно прошла регуляторную песочницу Банка России, а также оказалась среди финалистов первого акселератора Госзнака. Спрос на Custody Bot уже подтвержден не только среди представителей ломбардного сообщества, но и со стороны банковской розницы. Ведь робот-ломбард вполне может находиться рядом с любым банкоматом, а это существенно расширяет потенциальный рынок подобных устройств до многих тысяч и даже миллионов устройств. Эти и другие вопросы мы обсудим в очередном выпуске программы «Альтернативные инвестиции» с генеральным директором компании Goldmint Дмитрием Плущевским. Дмитрий, здравствуйте. Добрый день. Здравствуйте, Дмитрий. Ну, может быть, стоит приоткрыть небольшую тайну, да, мы с вами знакомы уже там, начиная, наверное, с 15, а может быть даже с 14 года. У нас было очень много разных идей, часть из которых мы реализовали, часть из которых только предстоит реализовать. Вот, может быть, расскажете, с чего все началось? Да, с удовольствием. Началось все с того, что я всю свою жизнь сознательно занимался созданием каких-то новых компаний, разработкой новых технологий. И как раз вот в период в районе 2014 года, будучи сотрудником венчурного фонда, директором по развитию, отсматривал много-много разных проектов, стартапов. И мне показалось, что все они лишены масштабности и как-то по большому счету бесполезны. И вот перебирая вообще все возможные отрасли, я наткнулся на такую интересную область, как ломбарды. Я ничего об этом не знал, никогда не был клиентом ломбардов. И изучив вообще, что происходит с ломбардами и вообще с оборотом физического золота в мире, мне показалось, что это очень перспективная, глобальная тема, в которой незаслуженно лишена внимания современных технологий, цифровизации. И в процессе поиска единомышленников, вот мы познакомились непосредственно с Алексеем, и действительно многие проекты реализуемы, и я являюсь членом совета директоров Мосгорломбарда, отвечаю там как раз за инновации. И моя основная сейчас деятельность связана именно с реализацией вот этого проекта автоматизированного комплекса по обмену золота на деньги. То есть это гораздо шире, чем просто робот-ломбард. И, собственно, сейчас мы вплотную подошли уже к его испытаниям непосредственно с живыми клиентами. Действительно, как вы правильно сказали, есть регуляторные ограничения, но благодаря нашему участию в финтех-песочнице Центрального банка председателю Центрального банка поручено внести ряд изменений в действующее законодательство, в действующие нормативные акты. Можно сказать, что наш проект одобрен Центральным банком, который является основным надзирателем за рынком ломбардов. Ну и, соответственно, не случайный интерес Госзнака к нашему проекту. Дело в том, что Госзнак — это государственное предприятие, в состав которого входят и московские, и питерские монетные дворы. Это крупнейший производитель монет и золота, и серебра не только в России, но и в Восточной Европе. И, конечно, наша технология, которая радикально меняет вообще сам по себе принцип работы с золотом обычных людей, он не мог остаться незамеченным. И сейчас мы находимся на этапе испытаний. В магазине Московского монетного двора установлена наша машина. И, соответственно, по итогу испытаний будет принято решение о каком-то совместном дальнейшем развитии этого бизнеса в России. Мы параллельно делаем ряд инноваций, внедрение безналичного расчета, перевод, особенно вот в условиях сегодняшних пандемии.
вот спрос на безналичные расчеты в ломбардах вырос и до 30% операций по пролонгации займов в рамках вот этого карантина было реализовано именно с помощью безналичного расчета. А сама по себе идеология золота, она тоже меняется. Не секрет, вот, что только в этом году напечатано более 20% всех долларов, которые есть в обращении, они выпущены в обращении в этом году. То есть это говорит о том, и не только доллары, евро и рубли, то есть это говорит о том, что ценность денег как средство накопления, богатства, она постепенно уходит на нет. Как средство расчета, да, то есть можно заплатить чем угодно, и лицом, и телефоном, и часами, и чем угодно. Но если вы посмотрите вообще на то, что происходит не только в России с инфляцией, а вообще во всем мире, где отрицательные процентные ставки в банках, вы обратите внимание, что вот если мы смотрим там, килограмм золота 15 лет назад, на него можно было купить там, премиум-класса автомобиль. И сегодня можно купить на килограмм золота премиум-класс автомобиль. Только в долларах это уже в 2 раза дороже. Понятно, что это разные автомобили, но... Если вот оценивать накопление, допустим, у россиян в долларах и в золоте, как вы оцениваете, какие-то примерно суммы, пропорции? Золота не так много на руках, но вот есть разное мнение экспертов о наличных долларах. Я сам удивился, и это огромная цифра. Более 40 миллиардов долларов наличными купюрами граждане России держат у себя дома. Вы представляете, какая-то масса вообще денег, поэтому так тщательно отслеживают колебания валютного курса, потому что нам же не важно, сколько стоит иена, например, японская, а доллар важен. И это такой геополитический фактор, который надо, конечно, менять, потому что мы привыкли сохранять деньги в долларах, а на самом деле в золоте это гораздо выгоднее. Единственное препятствие, которое было до появления нашей компании, это ликвидность этого золота, потому что имея дома серебряную, ну, кстати, дело не только в золоте, речь не только о золоте, а и о серебре тоже. То есть имея дома серебряные или золотые монеты для того, чтобы купить, пойти на них продукты, это очень такой большой цикл надо пройти, куда-то идти, проходить экспертизу, их продавать. Так вот, наша машина позволяет делать это мгновенно. И немножко давайте побудем футурологами. Представьте себе, там, через несколько лет вы приходите в магазин, какой-нибудь крупный сетевой, там стоит этот автомат, вы туда кидаете там, монетку серебряную или золотую, она мгновенно проверяется, принимается, вам на карточку перечисляются рубли, и вы идете в магазин. То есть это получается не только ломбард, там можно и продать монеты, и, наверное, и купить. Вообще говоря, это постепенно превращается в такую инфраструктуру обмена. То есть вот как вот мы привыкли, обменник, что там происходит? Меняются одни купюры на другие. Вот так же точно мы делаем обменник для золота. А ломбард это только одна из 3 или может быть даже более функций, которые там реализованы, что вот под залог этой монеты можно получить кредит. То есть не продавать ее, да, в расчете на то, что цена золота вырастет в рублях, там, например, а просто вот временно положить туда. Причем не только монеты. А вот если все-таки брать в расчет ломбарды, насколько ломбарду сегодня выгодно покупать вот такие машины или иметь отделение с человеком, который просматривает те или иные вещи и обменивает их на деньги? Вы знаете, основная проблема ломбардного бизнеса, одна из основных проблем, это человеческий фактор. Дело в том, что люди, которые занимаются экспертизой, они ошибаются. Иногда не специально, иногда это специально они ошибаются. И в этом плане, конечно, иметь сеть автоматизированных ломбардов гораздо лучше и выгоднее, потому что... Робот не ошибается? Робот ошибается примерно так же, как и человек. Дело в том, что мы принимаем на данный момент порядка 75% всех изделий. В основном это изделия без камней, как вот там какие-то цепочки, кольца, монеты, слитки и так далее. И робот ошибается примерно так же. Но когда у тебя есть один ломбард, наверное, проще, конечно, иметь там эксперта-оценщика, с которым ты, как владелец, наблюдаешь, может быть, ты сам и есть одиночный такой эксперт-оценщик. Но как только мы говорим о расширении этого бизнеса, и вот Мосгорломбард, например, сейчас находится в активной фазе развития, открывает новое отделение, уже начинают проявляться сложности, связанные с тем, что тебе нужно иметь много людей, от которых зависит твой бизнес. Решение принять, не принять, оценить, сколько дать и так далее. Поэтому, во-первых, это дорого все. То есть люди же, они болеют, они ходят в отпуск, им надо оплачивать больничные там, и так далее. Роботы работать могут 24 часа в сутки, и, в общем, меняй запчасти, и все будет хорошо.
Ну, а можно говорить, что, допустим, вот этот вот формат в какой-то момент полностью затмит традиционные ломбарды? Ну нет, конечно, это как кино и театр. То есть есть обычные ломбарды, в которых действительно будут сохраняться эксперты, которые могут оценить качество техники, например, какие-то вещи дорогие принять там и, может быть, оценить ценность изделия из золота, ювелирную какую-то, брендовую, историческую. То есть это все останется. Но массовый сегмент и люди, которые сейчас, вот как мы вначале говорили, сохраняют деньги в долларах, это совершенно новая аудитория. То есть мы говорим, что мы, развивая эту машину, не забираем аудиторию у ломбардов, а мы открываем для новых совершенно Возможность пластов для людей да. для покупки золота и вложения Многие люди денег не в идут золото. в ломбарды, просто для них это исторически так сложилось, что это такая уже психологически крайняя черта. Все, я пошел в ломбард продать золото, значит, я признал какое-то вот, что у меня все плохо. А с другой стороны, вот у вас, например, там и у каждой женщины дома есть какие-то старые, там ненужные изделия ювелирные, за которым вы можете получить приличные деньги. То есть какая-то цепочка, может, за нее можно получить там 15-20 тысяч, а она лежит, и вы уже никогда ее носить не будете. И, в общем-то, для чего она лежит? Знаете, сколько всего золота на Земле добыто за всю историю? 180 тысяч тонн за всю историю. Из них 90 тысяч тонн это ювелирное украшение дома у людей. То есть у каждого человека на планете Земля есть что-то золотое. Ну, в среднем мы берем. Я не говорю Очень приятно. самые такие маргинальные там, и бедные страны. Но, тем не менее, культура дарить золото детям. Там, наверняка есть у вас даже какие-то вещи, которые вам дарили в совсем там, юном возрасте, которые никогда вы носить не будете. Машина, которая стоит в приличном торговом центре и моментально вам предоставляет не только ломбардный займ, он вам не нужен, например, но получить деньги на карту за ненужную вещь и купить что-то нужное, это на самом деле очень рационально. И этим будут пользоваться люди не только в бедных странах, но и в богатых странах. Вы знаете, что сейчас, например, в мире из-за вот этой как раз инфляции долларов огромный дефицит физического золота. И люди его покупают, покупают и покупают. Но когда-то же они будут его продавать, а где? Пойдут в красивые торговые центры, сдадут это свое золото и получат деньги на что-то новое. Очень интересную, на мой взгляд, тему мы затронули. После рекламной паузы, я думаю, что мы рассмотрим более подробно, как же устроена эта машина и какие инвестиционные потенциальные возможности у инвесторов есть при вложении в данные машины. Уважаемые телезрители, рекламная пауза. Мосгорломбард, основанный в 1924 году, переживший все политические строи и эпохи, Московский городской комбинат ломбардов – надежный партнер жителей столицы уже 100 лет. Мосгорломбард – легендарная московская сеть, исполняя свою миссию и следуя стандартам работы, постоянно расширяется. Отношения с клиентом – главная ценность, сохранность залога – приоритет. Мы строим удобный, мультиформатный институт финансовой доступности для населения. Наш принцип – никогда не пользоваться трудностями клиента. Мосгорломбард всегда идет навстречу. Мосгорломбард. Устремившись в будущее, используя новые технологии, развиваясь в ногу со временем, мы становимся больше, эффективнее, ближе к нашим клиентам. Наша цель – создание прозрачного, высокодоходного бизнес-объединения. Уважаемые телезрители, снова здравствуйте. С вами программа «Альтернативные инвестиции». Мы ее ведущие Анастасия Белоногова и Алексей Лазутин. И снова здравствуйте. А я напоминаю, что сегодня у нас в гостях генеральный директор компании Goldmint Дмитрий Плущевский. Дмитрий, еще раз здравствуйте. Добрый день. Дмитрий, расскажите, что же это за машина, как она работает и какие, может быть... Перспективы у нее. Да. Дело в том, что эта машина выглядит как обычный вендинговый аппарат, к которому все привыкли. На самом деле она в себе таит целую химическую и физическую лабораторию. То есть способов определения пробок драгоценных металлов достаточно много. Есть традиционные, которые используются в ломбардах. Это непосредственно химические способы. Есть более продвинутые способы, которые мы используем. Это спектральный анализ. То есть наш
аппарат встроен спектрометр. Это такой прибор, который проводит диагностику и определяет, из каких металлов состоит то или иное изделие. А также это очень современный способ. То есть это такая прям мини-лаборатория? Это лаборатория, да. А также внутри содержится специальный стенд, который определяет гидростатические плотность этого изделия, чем мы подтверждаем, собственно говоря, предварительные исследования. Мы также разработали программный комплекс, который с помощью искусственного интеллекта в том числе определяет размеры, какой должен быть вес, блеск даже мы смотрим и так далее. Также там содержится хранилище в этой машине, автоматизированное как камера хранения, разбитое на много ячеек, порядка там 180 ячеек, в каждой из которых содержит либо то, что человек хочет купить, заранее положено, либо то, что он туда заложил, либо то, что этот аппарат скупил. Соответственно, работа с ним крайне проста. Вы подходите, кладете туда изделие, это изделие проходит через спектрометр, потом проходит через гидростатическое взвешивание, вам предлагается цена. Если вы не согласны, вы можете в любой момент его забрать. Если вы согласны, вы проводите своей карточкой и соответственно, сразу моментально получаете на нее деньги. Вот такая, в общем-то, нехитрая история. Нехитрая, но кажется, что это как-то очень сложно для автомата определить вес, определить качество и так далее. Сколько времени уходит вот на эту диагностику? 4 минуты примерно уходит на полную диагностику. Это примерно столько же, сколько уходит у традиционного эксперта-оценщика. Да. Естественно, есть какое-то время, которое требуется на заполнение документов. Также наш аппарат работает только с теми клиентами, которые полностью прошли идентификацию. То есть, таким образом мы предотвращаем использование его в противоправных каких-то средствах. Те ограничения юридические, про которые вы говорили, это как раз и есть 115-й федеральный закон, в соответствии с которым каждый наш клиент должен быть полностью идентифицирован хотя бы один раз. То есть это предусматривает то, что рядом с ним должен находиться какой-то промоутер, который будет помогать человеку справиться с работой с этой машиной и заодно проводить его идентификацию. В будущем, я надеюсь, мы перейдем на удаленную идентификацию, которая активно сейчас разрабатывается в России. В других странах, в принципе, уже этой проблемы нет, поэтому мы активно смотрим и на другие рынки и получаем оттуда запросы. Ну, вот, кстати, интересно, вот от каких сегментов, в принципе, идут потенциальные запросы? В основном идут от представителей как раз ломбардного сообщества и трейдеров, которые торгуют, скупают скупщиков, дилеры они называются во всем, голд-дилеры во всем мире. Также есть запросы от ряда европейских банков, банков с территории бывшего СНГ, которые хотят предлагать своим клиентам новые услуги именно по операциям с драгоценными металлами. У нас порядка 27 стран сейчас, представители из 27 стран прислали запросы. И надо сказать, что действительно машина сложная, и не только мы пытались сделать такую машину, есть компании в Америке, которые похожие машины разрабатывают, и достаточно давно об этом, в общем-то, думают люди, просто у нас только ушло полноценных 2,5 года на то, чтобы сейчас только подойти вплотную, потому что задача очень сложная, как разные изделия и принять, и выдать, и оценить, и чтобы они не застряли, и чтобы не ошибиться, и чтобы клиента не обмануть. То есть это все колоссальные эксперименты. Ну да, это тебе не деньги, которых, мне кажется, легко считать водные знаки. Деньги на самом деле тоже там обладают, но они единственное, что одинакового размера. Да, одинакового размера. Здесь абсолютно разные изделия проходят через терминал, и цепочки, которые могут застрять. Заживать. Заживать, и монеты. И вот это все наша группа инженеров, российских инженеров, делает экспериментально уже 2,5 года. Ну, кстати, вот поведенческий такой аспект, интересно. Не все, наверное, люди сейчас готовы расстаться со своим каким-то ювелирным изделием и положить его в какой-то черный золотомат. Ящик. Ну, конечно, но вы вспомните, как еще буквально 10 лет назад мы боялись все в банкоматы вставлять карточки, не дай бог зажует. Это однозначно нам предстоит пройти, этот путь, именно поэтому мы рядом с каждым терминалом сейчас ставим промоутер, который помогает человеку пройти этот путь. Вспомните, как приучали бабушек к зеленым терминалам Сбербанка, то же самое, то есть стояли сотрудники в Сбербанке, сейчас вполне все это нормально работает. То есть это вопрос времени и затрат на то, чтобы люди к этому привыкли, а выход будет колоссальный.
Ну вот, кстати, вот по поводу выхлопа, все-таки, если возвратиться к потенциалу, примерное количество вот таких автоматов, какое, по вашему мнению, можно установить в мире? Мы считаем, что наиболее удачным месторасположением этого терминала это будет все-таки отделение банка, куда люди приходят, и чтобы там сделать какие-то операции. Только в Европе порядка 170 тысяч отделений банков. То есть потенциально каждое это отделение снабжено банкоматом и, соответственно, может быть снабжено нашей машиной наравне с банкоматом. Если говорить о числе, в принципе, банкоматов в мире, сколько их всего, их порядка 3 миллионов. То есть 3 миллиона 300 тысяч банкоматов в мире стоит. Вот это, наверное, тот предел, к которому мы можем прийти. Если действительно будет продолжена с той же скоростью печататься бумажная продукция под названием деньги во всем мире, и на самом деле люди поймут, что только золото, наличное золото может помочь им сохранить богатство на горизонте там, 5, 10, 25 лет. Ну, а все-таки про функционал немножко возвращаясь, вот мы говорили про то, что это можно не только продать или заложить, допустим, какие-то драгоценные изделия из драгоценных металлов, но и приобрести. Конечно, да, машина работает как вендинговый аппарат обычный, то есть можно подойти, купить монетку, купить ее через интернет, подойти, забрать. Машина скупает старое золото, она меняет, например, старые ненужные цепи, кольца на новые красивые монеты по весу 1 к 1. То есть это, в принципе, очень такая, на мой взгляд, интересная услуга, которую пока никто не предлагает. То есть можно прийти, сдать условно свое кольцо и сразу выбрать, получить золотую монетку. Да, да, именно монету. Но почему мы сфокусированы на монетах? Потому что продажа монет у нас в стране не облагается НДС. То есть если можно туда и новое кольцо положить или еще что-то, но это сложнее, потому что это надо мерить, это может не подойти и так далее. А монета, она уникальная, универсальная, и, соответственно, ее можно в России продать без НДС. Получается, что мы фактически имеем такой уникальный проект, который разработан силами российских разработчиков. В мире, насколько я понимаю, таких вот работающих аналогов нет. Были какие-то прецеденты, но по тем или иным причинам они сейчас не работают. Вы прошли уже песочницу Банка России регуляторную, вы договорились уже с Гознаком, у вас есть предложение от 27 стран по вхождению, да, поставки вот этих вот чудо-золотоматов, можно, наверное, так их назвать. И, наверное, ну, так как у нас альтернативная инвестиция, передача называется, можно ли как-то инвестировать в вашу компанию? Во-первых, у нас венчурный проект. То есть, что такое венчурный проект? Наверное, вы уже рассказывали своим зрителям, что здесь повышенные риски, но при этом ожидаемый уровень доходности – это иксы. То есть это не процент, а это действительно иксы. Потому что по мере роста компании возникает экспоненциальное желание инвесторов в нее вложиться. И сейчас мы находимся вот на той стадии, которую принято называть поздняя пассивная стадия. Когда у нас есть уже прототип, когда у нас есть уже начало какого-то бизнеса, и мы только собираемся его масштабировать. Это самое, на самом деле, удачное время для венчурных инвестиций, когда и команда доказала свою дееспособность, и пройден уже огромный путь, и вложены уже основные деньги рисковые по вложению в прототипы, в разработку и так далее. И еще не такая высокая цена компании. Да? То есть это самый удачный момент. Мы, конечно, заинтересованы в привлечении инвесторов для масштабирования в другие рынки, в другие страны. Мы планируем делать в следующем году некий инвестиционный раунд. Я думаю, он будет коллективным, потому что опыт работы в наших других бизнесах говорит о том, что это самая удачная форма привлечения. Что это означает? Это значит низкий чек, большое количество инвесторов, но достаточно высокая оценка. За счет того, что каждый инвестор дает денег понемногу. Здесь вы видите на экране мою электронную почту, вы можете присылать заявку. Мы начинаем общаться от суммы, эквивалентной 50 тысячам долларов. Все параметры раунда будут озвучены, соответственно, в следующем году, поэтому просто сейчас вы можете задать мне все вопросы, и я по мере уже, когда будет понятна наша окончательная стратегия, потому что сейчас она зависит
от того, как пройдут испытания, куда мы дальше двинемся, как будет вообще ситуация в мире с этой пандемией. Сейчас мы профинансируем, у нас есть заказы, мы Но работаем. вы планируете развиваться как отдельная компания или произвести слияние через какое-то время с каким-то банком и быть таким Не с банкоматом банком. в Вы знаете, у определенном нас банке? уже были запросы со стороны производителей банкоматов крупнейших, там, из Франции, из Америки. Дело в том, что их бизнес-то падает, то есть кэша нужно людям все меньше и меньше, а производственные мощности у них и дистрибуторские Простаивают. сети по всему миру. Да, поэтому один из вариантов — это не развитие этого бизнеса долго и там, до уровня миллиардной компании, достаточно это там, лет 8-10, да, а достаточно быстрое пилотирование, подтверждение работы в разных странах и продажа стратегическому инвестору. Вот это было бы для всех инвесторов наиболее интересно. Если у нас будут такие предложения, то выход будет быстрым. Но для этого у нас есть патенты на эту технологию здесь, в России, мы их будем подтверждать по миру. На это все нужны деньги, поэтому в любом случае мы открыты для сотрудничества с теми, кто понимает, что такое венчурные инвестиции, готов рисковать ради возможности получения дополнительного дохода. Скажите, пожалуйста, примерно там в горизонте там 5, допустим, лет, вот какую капитализацию вы видите в вашей компании? От 100 миллионов долларов это та капитализация, которую мы готовы сейчас обсуждать на продажу, хоть завтра, например, да? Но сегодня наша оценка порядка 25 миллионов долларов. То есть через 5 лет компания должна стоить 100 миллионов? Да, а сегодня можно зайти примерно по оценке 25 миллионов в следующем году. Дмитрий, скажите, а какие риски могут быть при развитии вашего проекта? Любой венчурный проект или венчурные инвестиции — это прямые инвестиции, и успех компании еще не определен. Нет ретро-данных, нет подтверждения объемов спроса. Есть работающая технология, команда и потенциальный спрос со стороны партнеров. Поэтому темпы развития компании, стоимость компании сейчас может быть только по каким-то аналогам оценена, и никаких гарантий нет. Это в чистом виде инвестиция в команду, инвестиции в идею, инвестиции в технологию. А что будет и сколько это будет стоить, покажет только время. Дмитрий, спасибо большое, что уделили нам время. Уважаемые телезрители, я напомню, что с вами была программа «Альтернативные инвестиции». В гостях у нас был Дмитрий Плущевский и мы ее ведущие Анастасия Белоногова и Алексей Лазутин. До новых встреч!